Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы вернемся к тому растению, которое участвовало в предыдущем видеоролике. Хозяйка передала нам его для реанимации. В предыдущем видеоролике мы отделили от него деток, одели стаканчик для наращивания корней на стволе. И растение было передано хозяйке вот в таком виде. Вкратце, что происходило в предыдущем видеоролике. Мы получили это растение, оно было в плачевном состоянии. До этого хозяйка обработала его от вредителя, боролась с клещом. У растения был длинный ствол, на котором имелось пару воздушных корней, были детки. Детки, которые находились вокруг материнского растения, мы отделили, посадили в отдельные горшочки. Стволовых деток мы трогать не стали. Корней у них не было, и как самостоятельное растение они не могли бы развиваться. Одели стаканчик на ствол, наполнили его грунтом второго состава и в таком виде передали хозяйке. Дали подробные рекомендации, что на данном этапе растению потребуется высокая влажность воздуха и температура, а также интенсивное освещение продолжительностью 12-14 часов. Если с влажностью и температурой хозяйка еще справилась, одев сверху пакет, сделав в нем отверстие для вентиляции, то, видимо, с освещением у нее возникли проблемы. Мы предполагали, что из тех воздушных корней, которые находятся на стволе, за это время вырастут хорошие здоровые корни. Но корней здесь не видно, по крайней мере, через вот этот стаканчик. Зато детки, которых мы прикрыли грунтом, отлично развиваются. Посмотрите, какие хорошенькие. И здесь еще даже видно, что еще снизу, видимо, от корня пошли тоже детки. Давайте сейчас разрежем стаканчик, уберем грунт и посмотрим, что у нас вышло. Я обрезала стаканчик, убрала грунт. Посмотрите, что у нас получилось. Как мы и предполагали, воздушных корней здесь нет, но зато множество деток. Одни из них уже дали корешки, те, которые пониже. Вот корешок такой. Здесь еще корешки у нас. Вот. Но отделять этих деток еще рановато. Как самостоятельное растение они развиваться не смогут. Само по себе растение, оно погибает, как говорится, в продолжение рода и пускает этих деток. Лист уже работать не будет. И верхушка у нас подсохла. Вот она. Я предлагаю обрезать верхушку. Аккуратненько, чтобы не повредить. Так, обрезали. И обложить стволик грунтом второго состава. Так, чтобы листики были наружу и тянулись к свету. Аккуратно обкладываем. Так. Здесь снизу прям маленький такой, хороший. Мы обложили стволик грунтом второго состава, сделали своеобразную горку, постарались все обложить так, чтобы все детки, все листики, все были сверху, то есть тянулись к свету. Что теперь нужно этому растению? Ему необходимо хорошее освещение. Продолжительность светового дня 12-14 часов. Для этих целей я поставлю растение в тепличку. Также ему необходима высокая влажность воздуха и температура. Для этого мы будем использовать вот такой горшочек. Сделаем отверстие для вентиляции воздуха и тепличка. И через 2-3 недели посмотрим, что произойдет с нашим растением. Прошло 1,5 недели. Давайте посмотрим,
Что происходит с растением? Как вы видите, оно заметно подросло. Даже те листики, которые были самые маленькие, и то уже выглядывают хорошо из грунта. Новенький, совсем маленький малыш. Сейчас мы считаем, что растение надо подкормить. Мы будем использовать макроудобрения с НПК. А как мы знаем, НПК – это основные питательные элементы: азот, фосфор и калий. Будем использовать удобрения, где азота и калия в равных пропорциях содержится, а фосфора в 3 раза меньше. Удобрения мы развели 0,3 грамма на 1 литр воды. Опрыскаем листовую массу растения и как внутреннюю, так и наружную часть листика. И сверху чуть-чуть грунт. Кстати, хочу сказать, что за то время, пока растение находилось у меня в теплице, стояло в теплице, проливать грунт и проливку грунта я не производила. Я только производила опрыскивание. Сверху, опять же, одеваем баночку. Кстати, баночку-то надо поменять, потому что листики заметно подросли и упираются уже в верхнюю часть. Оденем новую баночку и поставим опять в тепличку. Я так думаю, через пару недель мы уже сможем отделить корни. Нарастут, и этих деток мы сможем хорошо отделить от растения. Прошло 2 недели. Это уже 3-я баночка, кстати, которую я меняю. Растение подрастает. Давайте вместе с вами посмотрим, наросли ли у нас там корешки. Аккуратненько поубираем верхний слой грунта. Горочку, которую мы с вами здесь делали не так давно. Растение маленькое, листовой массы мало. И корешки, конечно, по сравнению с большим растением растут гораздо медленнее. Но тем не менее, с моей стороны, сейчас я вам покажу, уже видны кое-какие результаты. Опа, вот посмотрите. Видите, какие хорошенькие корешочки. И опять же, вот я убираю сверху, это 2-й состав грунта, который мы присыпали. А внутри я, если честно, даже не знаю, что там за грунт и что за состав этого грунта. Помнится, мы в предыдущем видеоролике говорили, что состав грунта не оставляет желать лучшего. Итак, смотрите, вот растение у нас с хорошей корневой системой. Я считаю, здесь вот сверху тоже 1 корешок. Сейчас я поверну вам. Вот еще корешки. Ну, в принципе, неплохие. Я считаю, пора уже отделять этих малышей от пенька. Чем мы сегодня с вами вместе займемся? Корешки вы видели, у растения есть. Здесь есть 2 варианта. Аккуратненько, не тормоша земляной ком, вытащить деток из грунта, пенек оставить в этом же горшочке, в этом же грунте, накрыть колпачком и ждать от него дальнейших чудес. Ну, я считаю, что уже хватит его мучить. Все, что мы хотели от этого пенька, мы получили. Поэтому я предлагаю вытащить пенек из грунта и отделить деток. Так будет нам гораздо удобнее и проще это сделать. Так, вот видите, состав грунта, как я и говорила, оставляет желать лучшего. Здесь давайте начнем, наверное, вот с этой детки. Она такая довольно-таки хорошенькая. Оп. Вот. И корневая у нее неплохая. Так, убираем. Следующая. Вот она. Еще один растишка. Так.
третий малыш. Сначала берем тех, у которых действительно хорошая корневая. Здесь есть малыши, которые, конечно, со слабенькой. Ну, вот этот еще можно. Вот он. Ох, сколько у нас их. Здесь уже дальше пошли малыши. Корневая, конечно, не такая богатая. Оп. Чтобы вам видно было лучше. Ну, здесь у нас, по-моему, совсем все грустненько. Только зачатки вот маленькие. Так, все. Остался вот этот малыш. Ну, думаю, что тоже у него шансов немного. И вот пенек. Итак, грунт. Мелкая фракция. Ну, кстати, между прочим, здесь хозяйка добавляла кокос, волокна есть, вон, чипсы. И вот корневая система. Просто интересно даже посмотреть, что у нас здесь. О. Ну, да, при такой корневой неплохо. Здесь тоже могли бы малыши, конечно, пойти. Ну, подумаем, может быть, что-нибудь и сможем сделать с этим пеньком. Что касается пенька, хозяйка попросила его не выбрасывать. Мы посадили его в такой маленький стаканчик, и он будет в таком виде передан хозяйке для дальнейшей пересадки. Что касается деточек, то мы их посадили вот в такой большой горшок. Грунта насыпали немного. Исходя из нашего опыта, растения в таких горшочках приживаются гораздо быстрее. Здесь создается свой микроклимат, своя постоянная температура, влажность. И им быстрее здесь адаптироваться, чем в тех маленьких стаканчиках, в которых обычно привыкли мы пересаживать. Сверху накрываем пленочкой. Можно одеть резиночку. Можно. Вот так, видите, как красивенько получилось. Делаем отверстие для вентиляции. Натянули пленочку и поставили вот такой двойной горшочек. В таком виде. Плюс пенечек растения мы передадим хозяйке с рекомендациями: хорошее освещение, температура, влажность будет в этом горшочке и так сохраняться. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч.